Привет! Меня зовут Анастасия Безверхая. Я представляю издание Talking Drugs. Совместно с коллегами из Drug Users News каждые 2 месяца мы будем рассказывать вам о свежих новостях о наркополитике из нашего региона. Переходим к основным темам. Лекарства на руки. В Грузии вернулись к выдаче препаратов заместительной поддерживающей терапии на 5 дней. Марихуана подождет. Законопроект о медицинском каннабисе, так называемый закон для Софийки, не набрал достаточного количества голосов депутатов в Верховной Раде Украины. Сам себе режиссер. В Украине, России и Белоруссии Drug Users News начали серию тренингов по видеодокументированию для активистов и активисток среди людей, употребляющих наркотики. Изымать и наказывать. Юрист фонда Андрея Рылькова Тимур Мадатов в авторской колонке «До Радио Свобода» рассуждает о том, что тонны изъятых наркотиков в России вообще никак не влияют на эффективность работы правоохранительных органов. Преступники или больные люди. Input, международная сеть людей, употребляющих наркотики, выпустила отчет, в котором пытается разобраться, так ли хороша декриминализация наркотиков. Пенсия за употребление наркотиков. Drug Users News взяли интервью у российского активиста Алексея Курманаевского, который 4 года назад эмигрировал в Израиль. И, наконец, опий в каждый дом. История о том, как в Кыргызстане до 1974 года опийный мак выращивали легально. В Грузии в 2020 году, в разгар пандемии COVID-19, по приказу Министерства здравоохранения участникам программ заместительной терапии начали выдавать препараты на руки на 5 дней. Это было сделано с целью снижения темпов распространения эпидемии и рисков заразить пациентов. Однако 28 мая 2021 года новым приказом Министерства здравоохранения выдача на руки препаратов была отменена. В приказе говорилось, что это сделано, цитирую, в связи со стабилизацией ситуации в стране по COVID-19. Сейчас в Грузии около 15 тысяч пациентов программы заместительной терапии. Многие из них имеют проблемы со здоровьем и вынуждены добираться до места получения препарата. И сейчас, после отмены приказа о получении препарата на руки, многие из них вынуждены стоять во многочасовых очередях, чтобы получить препарат. Благодаря действиям активистов сообщества людей, употребляющих наркотики, в Грузии правительство пошло на уступки. 1 сентября 2021 года был опубликован новый приказ о возобновлении выдачи на руки препаратов ОЗТ пациентам. Верховная Рада Украины не поддержала законопроект, регулирующий оборот каннабиса в медицинских целях. Цей закон про те, щоб в Україні на наших золотих землях, на чорноземах вирощувати не хліб, а выращивать наркоту. Лекарства на основе медицинского каннабиса позволяют пациентам с онкозаболеваниями, эпилепсией и другими неврологическими расстройствами поддерживать качество своей жизни. Таких больных в Украине более 2 миллионов. У таких больных лекарства на основе медицинского каннабиса уменьшают боль и судороги. Название законопроекта «Закон для Софийки» связано с историей маленькой пациентки Софии, у которой диагноз эпилепсия и которая нуждается в медицинской марихуане по медицинским показаниям. По мнению многих экспертов, отказ поддержать этот закон связан с тем, что в Украине сохраняется сильное влияние черного рынка официально запрещенных медпрепаратов. Мы точно понимаем, для чего это, мы точно понимаем различия между легалайзом, доступом к свободному потреблению каннабиса и их производного. Мы точно поддерживаем реформирование медицины, мы точно знаем данные заболевания, мы точно поддерживаем акции социального направления для того, чтобы в нашей стране были перспективные лекарства, чтобы люди перестали страдать от боли, чтобы люди имели полный спектр качественных препаратов, чтобы наша медицина имела возможности использовать самые перспективные исследовательские технологии, самые прогрессивные лекарства, и не только для заболеваний, но и в том числе для того, чтобы решить ту проблему, которая не должно быть в 21 веке, а это страдание через боль. В настоящий момент законопроект отправлен на доработку.
Drug Users News начали серию тренингов по видеодокументированию для активистов и активисток сообщества людей, употребляющих наркотики. Тренинги проходят в Украине, России и Беларуси. В этих странах высокий уровень дискриминации людей, употребляющих наркотики, и очень мало правдивой информации о жизни и проблемах членов сообщества. Таким образом, целью проведения школ является противодействие дезинформации о том, как живут люди, употребляющие наркотики. В рамках школы участники научатся самостоятельно снимать видео. Темами для видео могут стать личные истории людей, актуальные проблемы из жизни и возможные варианты их решения и многое другое. Я наркозависимая женщина, и для меня важно быть видимой. Для меня важно не просто адвокатировать, а реализовывать свои идеи и делать качественную видеосъемку. И до этого тренинга я это делала не очень качественно. А теперь, благодаря ребятам, Саше и Игорю, я чувствую, что мои видео будут невероятно крутые, и это будет настоящая адвокация. Юрист фонда Андрея Рылькова Тимур Мадатов в своей авторской колонке на радио «Свобода» поднял тему критериев оценки эффективности полиции в России, которые касаются борьбы с наркотиками. По его мнению, цитирую, «ни тонны изъятых наркотиков, ни число ликвидированных преступных сообществ не отвечают на вопрос об эффективности работы МВД, направленной на защиту жизни и здоровья граждан». По мнению Мадатова, это игра с цифрами, единственным достоинством которых является способность впечатлить обывателя. При этом смертность от туберкулеза и ВИЧ в России исчисляется уже не тысячами, а десятками тысяч человек. А запрет научно обоснованного метода лечения препаратами заместительной терапии в России во многом обусловлен позицией МВД. Выходом из сложившейся ситуации может быть, в частности, если министерство станет инициатором нормативных документов, способствующих гуманизации отношения к людям с наркотической зависимостью. Что такое изъятые наркотики? Да, это, грубо говоря, это наркотики, в той системе, которую мы видим в России. Это изъятые наркотики у простых наркопотребителей, простых людей с зависимостью, да, в основном. Конечно, от работы с этими преступлениями полиция должна отказаться. Это не полицейская работа, преследовать рядовых наркопотребителей. И это совершенно не полицейская работа. В этом плане, конечно, нужно 228 статью декриминализовать целиком полностью. И, соответственно, отчитываться здесь, например, полиция может не тем, сколько там наркотиков она изъяла у этих людей, и не тем, сколько людей осуждено, а, например, если бы в России была разработана система взаимодействия полиции и социальных служб, да, полиции и органов здравоохранения, например, полиция могла бы отчитываться тем, сколько людей с зависимостью, которые попали так или иначе, или с проблемным употреблением, да, которые попали так или иначе в поле зрения полиции, были направлены в социальные службы. А пока этого не происходит, Россия остается одной из стран с самой репрессивной наркополитикой в мире. Input, международная сеть людей, употребляющих наркотики, выпустила отчет, в котором пытается разобраться, что такое декриминализация наркотиков и так ли она полезна для людей, употребляющих наркотики, как об этом принято думать. По мнению Input, во многих случаях декриминализация наркотиков приводит к тому, что и к людям, употребляющим наркотики, начинают относиться не как к преступникам, но как к больным людям. Этот переход от криминализации к подходам, более ориентированным на общественное здравоохранение, считается признаком прогресса. Но, цитируя отчет, можно справедливо поставить под сомнение степень, в которой переход от криминализации людей к патологизации их как пациентов действительно можно классифицировать как прогресс. В последнее время мы с вами слышим очень много примеров из разных стран о прекрасно состоявшейся декриминализации. Но кто из вас оценивал эффективность и по каким критериям оценивалась эффективность этой декриминализации? И действительно ли эффективно то, что просто осуществляется переход от криминализации к
как бы к теме общественного здоровья и к патологизации этих пациентов. Ведь мы видим, что они погрязают в несоразмерных штрафах, загоняются в принудительное лечение, где трудотерапия выдается за то самое лечение, и еще много-много проблем. А главное, даже в тех отдельных небольших отчетах о оценке таких моделей нигде не был учтен голос сообщества людей, употребляющих наркотики. Таким образом, Международная сеть людей, употребляющих наркотики, данным своим отчетом хочет представить реальную оценку ряда страновых моделей декриминализации, последствиям для сообщества людей, употребляющих наркотики, а также дать ряд рекомендаций, критических рекомендаций к тому, как должна выглядеть декриминализация, так как нету одной единой модели, а сейчас мы все слышим, что мир стоит на пороге глобальной изменения наркополитики и глобальной отхода от войны с наркотиками. Полный текст отчета доступен на сайте Input на русском языке. Drug Users News снял интервью с известным российским активистом Алексеем Курманаевским, который 4 года назад эмигрировал в Израиль. Причиной отъезда стало то, что его преследовали как активиста сообщества людей, употребляющих наркотики. Разговор получился в основном о том, как живут люди в Израиле, и о том, как еврейское государство относится к людям, употребляющим наркотики. В частности, о том, почему Израиль за употребление наркотиков дает инвалидность и платит пенсию. Что касается отношения общества к проблеме наркомании, за это здесь дают пенсию, например. То есть, если человек заболевает, приходит, обращается в социальную службу, ему первое, что ему предложат, это, если ты уличный наркоман, это дать себе каких-то денег на то, чтобы себе было что есть, и купить дозу даже там, если деньги небольшие, но они в принципе, на эти деньги можно одному снимать жилье, допустим, на эту сумму, комнату. Интервью можно посмотреть на канале Drug Users News в YouTube. В 1974 году на территории Республики Кыргызстан прекратили официальное производство опийного мака и наложили запрет. До этого же опийный мак выращивали более 80 колхозов и совхозов республики. Под маковой плантацией отводились самые плодородные земли. В период массовой уборки урожая в целом по республике в съемке опия сырца участвовали около 50 тысяч человек. Милиция наблюдала за рабочими со специальных вышек, однако многие все равно умудрялись выносить опий с плантаций, например, привязывая его к кошкам или другим животным. По некоторым данным, к началу 70-х годов на маленькую республику приходилось 16% мирового легального производства опия. Однако к 1974 году ситуация с производством и перевозкой опия вышла из-под контроля властей и практически полностью попала в руки наркопреступности. В 70-е годы в Кыргызстане было промышленное выращивание опийного мака. Практически в каждом доме, это я еще помню, в детстве был опиум, то есть небольшие такие были засохшие кусочки опия, которым пользовались буквально там обезболить что-то там, спичную головку размешать в чай, выпить от бессонницы. То есть фактически это была какая-то такая ситуация, когда употребление наркотиков было встроено в программу, так сказать, обычной обыденной жизни. Об истории производства опия читайте в издании «Спутник Кыргызстана». На этом все. Подписывайтесь на нас и следите за новостями.